Ну что ж, сегодня ночью по московскому времени Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Уже на момент записи ролика вариант, что встреча не состоится вовсе, выглядит очень маловероятным. Поэтому рассмотрим варианты, чем она может закончиться. С рассмотрением вариантов у нас проблема, потому что обе стороны занимаются исключительно тем, что наводят тень на плетень. Но давайте порассуждаем, почему встреча вообще сложилась и к какому результату она может привести. Только перед тем, как начнем. Мы составили инструкцию, где перечислили способы обхода блокировок YouTube и мессенджеров. Мы регулярно их проверяем и актуализируем. Ссылка на них в описании. У этой рубрики есть спонсор MaxSwap, выпускающий виртуальные карты, которые позволяют тратить криптовалюту как обычные деньги. Ссылка на них в описании. Первая гипотеза. Грядущая встреча – результат глобального недопонимания. Мол, Стив Уитков привез со встречи с Путиным неадекватно оптимистичное предложение, что Путин готов уйти со всех оккупированных территорий в обмен на то, что ВСУ выйдут из Донецкой и Луганской областей и на признание Крыма. Источник этой новости, мягко говоря, сомнительный. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. Ссылаться на него – это все равно, что на источники анонимных телеграм-каналов. Тем не менее, гипотеза эта многое объясняет. Если представить, что Трамп решил, будто может от Путина получить нечто подобное, полную победу своей миротворческой дипломатии, то понятно, почему подготовка встречи настолько спешная. Реалистично ли такое предположение? В пространстве классической внешней политики крупной страны вообще нереалистично. В нормальной ситуации, когда куда-то едет спецпредставитель президента Соединенных Штатов, такого рода делегация везет с собой переводчиков. В нормальной ситуации на такую встречу в Москву едет целая куча технических сотрудников, задача которых исключить любое недопонимание. Они привозят информацию ровно в том виде, в котором она была изначально сказана. Но нормальные времена давно прошли. Мы знаем, что Уитков в своих прошлых интеракциях с российской стороной общался без переводчиков Госдепа, пользуясь услугами российских. Мы даже можем допустить, что разговоры с американским чиновником вполне могли вестись по-английски, без переводчиков вовсе. Будь Уитков кадровым дипломатом, который соображает за протокол, ничего похожего произойти бы не могло. Протокол же не просто так придумали. Ровно для того его сделали, чтобы нельзя было недопониманием вызвать международный кризис. Но мы знаем, что в команде Трампа с чисто бюрократической профпригодностью все очень плохо. Уитков такой же дипломат, как Трамп застройщик. Мог ли он услышать то, чего никто не говорил? Мог ли кто-то с российской стороны переоценить свои способности к английскому языку, запутаться в глаголах и временах, отчего у американского гостя сложилось искаженное представление о позиции? Это все вполне возможно. Если даже забыть про Bild и не воспринимать его как источник, а просто рассуждать, как могла сложиться столь необычная встреча на Аляске, такой вариант сам собой напрашивается. Вариант, где кто-то кого-то не так понял, а когда стало ясно, что Путин по-прежнему ни о чем договариваться не будет, публично откатывать объявленную встречу было уже поздно. Не мог же Трамп сказать: «Извиняйте, у меня тут спецпосланник страдает слуховыми галлюцинациями, так что придется отменить все». Если это так, можно ожидать, что встреча закончится буквально ничем. Что она утратила смысл еще до начала. Может даже не быть итоговой пресс-конференции. Что два пожилых человека коротко и неприятно пообщаются за закрытой дверью, а потом Путин просто уедет. И когда завтра придет время готовить выпуск по итогам встречи, наша команда откроет текстовый файл и поймет, что писать туда нечего. Косвенно на такое развитие событий намекает то, что стороны уже публично подкладывают себе соломки. Песков говорит, что никакие документы на встрече подписывать не планируется, а Трамп заранее грозит санкциями в случае, если встреча закончится ничем. Очевидно, предполагается, что именно так она и закончится. Какой смысл иначе в таком понижении ожиданий? Зачем грозить санкциями за отсутствие результатов встречи до ее начала? Зачем начинать разговор с ультиматумов? Сейчас поговорим о второй гипотезе, но после небольшой рекламы. Куда ездят отдыхать россияне? Очень многие на Бали. По данным посла Индонезии в Москве, за 2024 год остров посетили более 180 тысяч россиян. Визу туда легко сделать, да и место волшебное. Океан, солнце круглый год и вкусная еда. И вы можете приобрести там недвижимость от ведущего девелопера на Бали
Break Property. Сдавать их в аренду и получать от туристов доход. Например, вот такие виллы. Это проект Эдем 2. В первую очередь была полностью распродана всего за несколько месяцев. Локация Нуса Дуа, один из самых престижных и тихих районов Бали. Именно здесь самые красивые, кинематографичные, белоснежные широкие пляжи. До них всего 5 минут на байке. Рядом гольф-клуб мирового уровня, пятизвездочные отели и развитая инфраструктура. Есть два формата недвижимости. Кондо-виллы от 24 до 40 квадратных метров и виллы с 1-2 спальнями от 70 квадратных метров. Есть виллы с кухней, приватным бассейном или руфтопом. Каждый юнит сдается под ключ, с дизайнерским ремонтом, мебелью, техникой и даже посудой. Break берет на себя управление, сдачу в аренду, уборку и отчетность. Вы просто будете получать доход и при желании отдыхать в своей вилле от застройщика-партнера Marriott. У Break более 450 объектов, многие из которых уже сданы и размещаются на Airbnb и Booking. В штате более 200 сотрудников – архитекторы, строители, аналитики, управляющая компания. В готовых объектах Break доходность от аренды достигает 12-16% годовых в валюте. Также наблюдается рост цен к завершению строительства до 35%. Цены стартуют от $90 тысяч за кондо-виллу и от 170 тысяч за виллу. Первый взнос от 25%, а еще доступна рассрочка без процентов на срок до 2,5 лет. Сделку можно оформить удаленно, без визита на остров. А по промокоду CATS вы получите 6 месяцев бесплатного управления, что позволит сэкономить до 18% комиссии. Оставляйте заявку по ссылке в описании, получите подробную брошюру проекта Эдем 2 и зафиксируйте самую выгодную цену на старте. Продолжаем рассматривать варианты, зачем странам эта встреча и к чему она может привести. Вторая гипотеза основана на том, что смысл этой встречи для Трампа исключительно внутриполитический. У Трампа сейчас большие проблемы. Скандал с файлами Эпштейна никак не утихает, и скандал этот не получается ни заслонить, ни заболтать. Мы видим, что Трамп натурально готов на все, чтобы снять эту тему с повестки. Публиковать файлы по убийству Мартина Лютера Кинга, находить в выручай комнате Хогвартса тайные файлы ФБР, предназначенные для сжигания, громко анонсировать тюремное заключение для Барака Обамы, воевать тарифами со всеми на свете. Только бы не говорить на тему, крайне важную для ядра его мага-движения. Одалживал ли Эпштейн детей Трампу или не одалживал? Встреча с Путиным в эту схему вполне укладывается. Если выбирать, о чем все будут говорить, то пусть лучше говорят о том, как Путин снова Трампа кинул, чем о Трампе и Эпштейне. Если эта гипотеза верна, встреча, скорее всего, закончится большим скандалом, чем-то похожим на весенний конфликт между Трампом и Зеленским. Тогда без итоговой пресс-конференции точно не обойтись. Именно скандал ради скандала. Тогда становится объяснимо, почему заранее идут разговоры в духе «если ничего не выйдет, то я введу санкции». Объяснимо, почему тон заведомо недружелюбный. Если Трамп ставит себе задачу, чтобы весь следующий месяц все обсуждали, какими словами они друг друга с Путиным крыли, логично сразу задавать такой тон беседы, который приведет к скандалу. Это два самых вероятных варианта, которые на практике ведут к идентичному результату. Неважно, разъедутся ли они молча или устроят сцену, как сицилийское семейство, бросаясь тарелками. Встреча в любом случае заканчивается ничем. Дополнительный аргумент в пользу этой гипотезы. Внезапные испытания межконтинентальной ракеты «Буревестник» прямо во время встречи. Да, информация об этих испытаниях пока на уровне слухов. Но даже распространение таких слухов – это последнее, чем будет заниматься человек, который рассчитывает о чем-то договориться. Очень странно начинать переговоры с явного намека на перспективу ядерной войны. Поскольку все здраво понимают, что сущностно эта встреча вряд ли может привести к чему-то путному, начинаются разговоры о каких-то побочных сюжетах. Дескать, о мире они, конечно, не договорятся, но будут перетирать за бабло. Договорятся о торговле, о бизнесе. Честно говоря, херня это на постном масле. Одна из тех попыток выдумать смысл там, где его нет. Торговли между Россией и США и до войны, считай, что не было. А по чисто географическим причинам и слабой совместимости экономик. После начала войны торговля практически прекратилась вовсе, и стороны этого не особо заметили. За какой такой бизнес там можно разговаривать? На $20 миллионов тракторов John Deere купить? Ну это реально все довольно смехотворно.
При таких цифрах экономического взаимодействия дешевле вообще не разговаривать, а уж тем более не летать в такую даль. Керосин не отобьется. Не надо придумывать смысла там, где их нет. Всегда хочется показаться особо умным и порассуждать про just business. Но мы помним, как на своем первом созвоне Трамп с Путиным договорились возобновить авиасообщение. Полгода прошло, а на единственном с тех пор прямом рейсе до Америки летит только сам Путин. Можем ли мы представить, что эта встреча закончится чем-то реальным? В принципе, мы можем представить что угодно, если оно не нарушает фундаментальных законов физики. Может, Путин взял и решил, что война ему больше не по карману, и всерьез хочет договориться. И завтра вечером мы можем очутиться в мире без войны. Фундаментальных препятствий тому нет. Равно как нет препятствий таких к тому, что завтра вы найдете чемодан с $1 000 000. Доллары на свете существуют, чемоданы существуют, значит, доллары в чемоданах можно находить. Но вероятность этого события объективно низкая. Вот так же мы оцениваем и перспективы заключения мира завтра вечером. Это возможно, но очень маловероятно. Трампу власти полгода. Трамп 100 раз предлагал Путину лучшие на свете варианты выйти из войны де-факто победителем. И каждый из этих вариантов был максимально унизительным для Трампа образом отвергнут. Ответа на вопрос, что прям такого изменилось в августе по сравнению с февралем, не существует. А значит, нет и аргумента из реального мира, который намекал бы на перспективы мира. Даже наоборот. Дональд Трамп вон нам намекает, что хороших новостей ждать не нужно, как и спрашивать с него за них. Вторая встреча, говорит Трамп, будет важнее, ведь она будет между Путиным и Зеленским. И я, говорит, остановлю 6 войн за 6 месяцев. Нам не нужно многого ждать от этой встречи, ведь все случится на другой, вот что говорит Трамп. Когда будет эта другая, где и почему она будет, с чего это вдруг он взял, в каком месте Путин сказал, что собирается встречаться с Зеленским, это все загадка. Но вот от этой несуществующей и никем не анонсированной встречи нам предлагается ожидать сильно большего, чем от той, которая вот-вот состоится. Конечно, мы будем следить за развитием событий и сразу же по следам встречи расскажем вам о том, что случилось и что мы об этом думаем. Но базовое предположение таково: ничего, что влияло бы на реальную жизнь, на встрече не произойдет. У обеих сторон, очевидно, есть какая-то своя задумка. Возможно, Трампу нужен скандал. Возможно, Путину просто важно, что после 3,5 лет изоляции он встречается с целым президентом Соединенных Штатов, да еще и в Америке. Возможно, Путину просто по фану над Трампом угорать. Может, ему просто нравится идея снова выставить Трампа ослом. А может, все эти Лавровы и прочие дома засиделись. Не все же им в КНДР ездить. Как бы там ни было, какие бы цели стороны ни преследовали, среди этих целей точно нет окончания войны. В какой именно форме отсутствия результата стороны попытаются выдать за результат, мы узнаем с вами уже ночью. До завтра!